Всем привет! В этом видео я вас научу, как вязать красивую круглую салфетку крючком. Она выполнена в технике филейного вязания. Те, кто еще не вязал в технике филейного вязания, может смело браться вместе со мной за вязание этой салфетки, поскольку я буду показывать очень медленно. Каждый шаг буду с вами вязать вместе. Поглядите. Вот так, медленно, не торопясь, мы с вами свяжем эту салфетку. Получается она очень красивая. Это схема, по которой мы будем вязать салфетку. Данную схему я обязательно выложу в группы ВКонтакте и Одноклассники. Там есть альбомы схемы к видео, именно там вы ее найдете. Ну а вязать я буду из пряжи Пехорка Успешная. В 50 граммах данного мотка 220 метров. Крючок у меня на 1,25 мм. Размер салфетки зависит от толщины пряжи. Если вы вяжете, как и я, из успешной пехорки, то у вас получится салфетка в среднем 54 сантиметра. Не такая маленькая, как казалось бы в начале. Если вы хотите салфетку поменьше, то возьмите пряжу чуть-чуть потоньше. Но такая пряжа подойдет уже опытным вязальщицам. Поэтому, если вы начинающая вязальщица, смело берите пряжу, как у меня, и давайте приступать к вязанию. Для начала мы разберем схему, по которой будем вязать. Обратите внимание, где у нас начало салфетки. Вот здесь. И мы вяжем салфетку вверх, вот эту часть, а затем довязываем нижнюю часть. Вот так необычно вяжется салфетка. При филейном вязании очень важно точное количество петель. Мы набираем 112 воздушных петель и 3 воздушные петли для подъема. Но еще пару слов про обозначение. У нас будет пустая клетка, как наверху вы видите, вяжется она столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Заполненная клетка вяжется как 4 столбика с накидом. Затем у нас будет вот такой прямоугольник. Это столбик с накидом, 5 воздушных петель, столбик с накидом. И вот такой вот бантик. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Также будет у нас заполненная клетка со скрещенными столбиками. Как ее вязать, я тоже покажу. Я, конечно же, советую распечатать данную схему и вязать уже поглядывая не только на видео, но и на схему. Поглядите, вначале мы вяжем цепочку из воздушных петель, а затем в первом ряду у нас идут 5 закрытых клеток. 1, 2, 3, 4, 5. И следующие клеточки все у нас пустые. В конце оставляем место для 5 закрытых клеток. Вот такой вот у нас первый ряд. Давайте приступим. Вначале делаем первую рабочую петельку. Вот. И набираем 112 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Очень важно тут пересчитать количество петель, не сбиваться, следите, чтобы вас никто не отвлекал. И в конце, когда вы уже провязали необходимое количество, еще раз не поленитесь, пересчитайте. Итак, 112 воздушных петель. Я провязала все необходимое количество петель. Посмотрите. Тут ровно 112 воздушных петель. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема вместо первого столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Готово. Теперь заводим крючок в 5-ю воздушную петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она, 5-я воздушная петля. Заводим в нее крючок и провязываем столбик с одним накидом.
Далее уже будет намного проще. Делаем накид, заводим крючок в следующую воздушную петельку и провязываем еще один столбик с одним накидом. Для закрытой клетки у нас должно быть 4 столбика. Накид и провязываем еще один столбик с одним накидом. Все, мы с вами провязали первую закрытую клетку в нашей салфетке. Далее вяжем вторую закрытую клетку, но вяжем уже из 3 столбиков с одним накидом. 1, 2 и еще один столбик с одним накидом, 3. Вот он, 3 столбика с одним накидом. А почему не 4? По факту это 4 столбика с одним накидом, поскольку граничащий столбик с накидом у 2 заполненных клеток относится как к первой клетке, так и ко второй. Получается, что 4 столбик с накидом у первой клетки – это и есть первый столбик с накидом у второй клетки. Все оставшиеся закрытые клетки вяжем по 3 столбика с одним накидом. Всего у нас 5 закрытых клеток. 5 закрытых клеток умножаем на 3 столбика с одним накидом. Получается 15 столбиков с одним накидом и 3 воздушные петли подъема. Сейчас я провязала 4 закрытые клетки. Мне остается провязать еще 3 столбика с одним накидом. По одному столбику провязываем в каждую петлю, и у меня получится 5 закрытых клеток. Еще раз говорю, что только в начале у нас у закрытой клетки 4 столбика с одним накидом, а далее мы вяжем по 3 столбика с одним накидом. Все, вот они 5 закрытых клеток. Выглядят как просто столбики с одним накидом. Можно пересчитать 3 воздушные петли подъема, и затем у нас идут 15 столбиков с одним накидом. Далее по схеме у нас идет очень много пустых клеток, которые состоят из столбика с накидом, он у нас уже провязан, 2 воздушных петель 1, 2. Под воздушными петлями снизу обязательно пропустите 2 воздушные петли в цепочке. И в 3-ю воздушную петлю цепочки провязываем столбик с одним накидом. Все, пустая клетка у нас готова. Вяжем новую пустую клетку. Первый столбик у нас уже провязан. Остается 2 воздушные петли, накид. Снизу пропускаем 2 воздушные петли, заводим крючок в 3-ю воздушную петлю и провязываем столбик с одним накидом. 2 пустые клетки у нас готовы. Вяжем 3-ю пустую клетку. 2 воздушные петли, 1, 2, накид. Снизу отсчитываем 1, 2, 3, 3-ю воздушную петлю в цепочке и в ней провязываем столбик с одним накидом. 3-я пустая клеточка у нас также готова. Сейчас просто продолжаем вязание, и в конце нам нужно будет сделать 5 закрытых клеток. До этого у нас идут только открытые пустые клеточки. 2 воздушные петли, снизу отсчитываем 3-ю петлю и в нее провязываем столбик с одним накидом. Еще раз, 2 воздушные петли, накид, снизу 1, 2, 3, отсчитываем 3-ю воздушную петлю и в ней провязываем столбик с одним накидом. Вот что у нас получилось. 5 пустых клеток. Давайте провяжем необходимое количество пустых клеток. Их мы можем посчитать по схеме или просто вяжем везде пустые клетки, а в конце оставляем 15 воздушных петель.
Видите, мы все пустые клеточки провязали и оставили ровно 15 воздушных петель. Почему 15? Потому что первый столбик мы уже с вами связали. У закрытых клеток первый столбик провязан. Это крайний столбик пустой клеточки. Надеюсь, это понятно. Итак, теперь провязываем 15 столбиков с одним накидом. Вот, видите, мы связали всего 3 столбика с накидом, и получилась у нас полноценная закрытая клетка. Сейчас еще свяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И получилось 2 закрытых клетки. Всего у закрытых клетки 7 столбиков с накидом. Еще провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Получилось у нас 3 закрытых клетки. Еще 3 столбика. 1, 2, 3, 4 закрытых клетки у нас получилось. Посмотрите. Должно остаться всего 3 воздушные петельки. Провязываем их. 1, 2, 3. 3 столбика с одним накидом. 5 закрытых клеток у нас довязано. Вот такой первый ряд у салфетки. Я думаю, что тут все очень просто, и мы сможем продолжить вязание салфетки уже в следующем видео. Обязательно пишите в комментариях, все ли понятно. И если какие-то будут вопросы, тоже пишите. Но на этом все. Следующее видео выйдет совсем скоро. Не пропустите его. И мы продолжим с вами вязание такой красивой салфетки. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.